Один безумец лезет в пасть крокодила, другой обнимается со львом. Животные не собираются это терпеть. Смотрите, как взбесились бегемоты, страусы и даже лемуры в зоопарках по всему миру. Тигр. Это был веселый семейный день в зоопарке. Но потом 40-летний мужчина по фамилии Джан был растерзан тигром на глазах у жены и ребенка. Это произошло в китайском зоопарке Нинбо. Важная деталь: Джан не совсем случайно забрел в логово тигра. Он принял далеко не лучшее и даже опасное решение. В попытке избежать платы за вход он перелез не через одну, а через две 10-футовые стены и проволочное ограждение. Неясно, осознавал ли Джан, что попал в вольер с тиграми. Другой мужчина, который полез через забор, благоразумно решил не идти дальше, а Джан рискнул зайти вглубь вольера, и вот тогда начались проблемы. На кадрах видеонаблюдения было запечатлено ужасающее зрелище. 3 тигра, не сводившие глаз с мужчины, осторожно приближались к нему, а затем Джана втащил в вольер один из тигров. Смотрители зоопарка сделали все возможное, чтобы помочь. В дело пошли петарды и водометы. Тигр продолжал сжимать шею мужчины. Джан сопротивлялся, в отчаянной попытке даже пнул тигра. Но тигр, на то и тигр, его так просто не отпустил. Свидетели описали ужасающую сцену. Человек весь в крови пытался подняться, но зверь сбивал его с ног. Только через час сотрудники зоопарка смогли освободить Джана. К несчастью, несмотря на то, что его срочно доставили в больницу, через несколько часов он был объявлен мертвым. Трудно не сочувствовать семье Джана, но руководству зоопарка тоже досталось. Недочеты в системе безопасности создали легкий доступ к вольеру с тиграми. Зоопарк также подвергся критике за то, что он застрелил тигра. Комментаторы утверждали, что животное действовало инстинктивно. Инцидент стал одним из самых обсуждаемых в китайском интернете. Это не первый случай подобного нападения в Китае. В июле прошлого года в результате аналогичного нападения тигра в парке дикой природы Бадалин погибла женщина, а еще одна получила серьезные ранения. Настоящий кошмар для любого, кто любит животных. И людей, конечно. Но представьте себе, напасть могут не только хищники. В экологическом зоопарке Чанша в китайской провинции Хунань разъяренный бегемот неожиданно напал на работника зоопарка. Смотритель зоопарка с сигаретой во рту вошел в вольер, где 2 огромных бегемота сцепились в жестокой битве за доминирование. Как скажет любой эксперт по животным, когда 2 территориальных самца дерутся, вам не захочется быть рефери. Смелым шагом смотритель зоопарка попытался отвлечь одного из бегемотов, но вместо того, чтобы уладить ситуацию, он сам стал целью взбешенных животных. Смотритель зоопарка пытался сбежать, но он поскользнулся на мокром бетоне у входа. Как раз в тот момент, когда бегемот приготовился к сокрушительной атаке. Тут могло произойти ужасное. Но бегемот ни с того ни с сего остановился. Он повернулся, чтобы пожевать немного зелени. Как будто у опасного травоядного животного наступил обеденный перерыв. Смотритель наверняка подумал, что пронесло, и собрался убираться оттуда. Вот только бегемот не закончил. Когда он попытался выйти, огромное существо снова бросилось на него. Только чудом смотритель зоопарка ускользнул. Удивительно, но в итоге он остался невредимым. Этот напряженный момент не остался незамеченным. Лесное хозяйство округа Чонша быстро взялось за расследование инцидента. Они уделили особое внимание тому, когда сотрудникам безопасно и небезопасно входить в вольеры. Урок. Берегитесь самцов-бегемотов. Несмотря на свою репутацию неповоротливых животных, бегемоты – одни из самых опасных животных в Африке. Они могут стать невероятно агрессивными, когда чувствуют угрозу, или когда чужаки вторгаются на их территорию, а их укусы могут стать смертельными. Это не теоретический риск. Трагическое нападение в национальном парке Крюгера в ЮАР унесло жизнь главы отдела по расследованию экологических преступлений. Он был в походе со своей женой, когда на него напал такой же бегемот. Экологический зоопарк Чанши уже принял меры, пересмотрев и усилив свою подготовку. Они клянутся, что подобная ситуация больше не повторится, ведь речь идет не только о защите людей, которые заботятся об этих невероятных созданиях, но и о предотвращении ненужного стресса и агрессии для животных. Страус. Представьте себе, вы на работе, просто делаете свою работу, никого не трогаете. И откуда ни возьмись, страус решает, что вы враг. Именно это произошло в российском зоопарке в Пензе. Эта необычная встреча вызвала бурю обсуждений в интернете. Работник зоопарка зашел в вольер со страусами, думая, что это будет очередная рутинная уборка. Но он не знал, что был пик сезона спаривания у страусов, и самец неожиданно принял его за соперника. Уборщик пробовал защититься щеткой. Страус выбил ее у него из рук. Бедняга, вероятно, думал, что птицы знают его, но он ошибался. На видео видно, как человек упал, а страус нанес ему несколько серьезных ударов. В течение 30 секунд птица топчет, пинает и наваливается на беднягу. Кстати, эти птицы могут весить до 120 килограммов. Их удары ногами могут проломить череп. Взбешенный страус даже не остановился на рабочем. В какой-то момент он попытался переключить свое внимание на зебру.
Тогда человеку удалось сбежать. Как объяснил главный ветеринар того зоопарка, все дело в отцовских инстинктах, которые вышли из-под контроля. Самцы страусов в разгар сезона размножения с июня по октябрь активно защищают свою семью. Особенно, когда дело касается самок и их яиц. К счастью, работник отделался только царапиной. Это установил осмотр ветеринарной командой зоопарка. Мужчина отказался от дальнейшей медицинской помощи. Он продолжил работать как настоящий профессионал. Конечно, зоопарк принял быстрые меры. Работник получил выговор за несоблюдение протоколов безопасности. С остальными был проведен инструктаж, чтобы не допустить аналогичных случаев. В вольеры должны входить только 2 человека со средствами безопасности, такими как щиты или шесты. Пока один убирает, другой выглядит для страусов как более крупное и опасное животное. И не беспокойтесь о безопасности посетителей. Вокруг страусиного вольера есть двойной сетчатый забор. Панда. Когда все смотрели «Кунг-фу панду», там тоже думали, что на самом деле панды совсем не боевые животные. Случаи в зоопарке доказывают обратное. Это произошло одним утром в шумном зоопарке Чунцина. 9-летняя панда по имени Дин-Дин решила устроить небольшую истерику. Все из-за случайного удара по лапе. Было около 9 утра. Смотрительница выполняла свою работу и не подозревала, что вот-вот начнется хаос. Она не заметила, что дверь вольера осталась открытой. Зато Дин-Дин заметила и попыталась быстро уйти. Предположительно, в заднюю часть своего дома или прогуляться за пределами вольера. Но смотрительница не дала ей этого сделать. Она поспешила закрыть дверь. И бац! Она нечаянно попала Дин-Дин по лапе. Дин-Дин не собиралась такое легко прощать. Она бросилась за смотрительницей. В течение следующих 40 секунд был напряженный поединок. Дин-Дин навалилась на бедную смотрительницу всем своим весом, прижала к земле и даже вцепилась ей в руку. Смотрительница, несмотря на столкновение с яростными челюстями Дин-Дин, на удивление не пострадала. Панда, выпустив немного пара, через несколько секунд потеряла интерес и побрела прочь. Тут сотрудница зоопарка успела добежать до двери. Она обратилась в больницу, где врачи подтвердили, что она в порядке. Зоопарк тоже обещал внимательно следить за поведением Дин-Дин, а позже подтвердил, что панда ест и живет нормально. Так что все хорошо, что хорошо кончается. Были и другие случаи нападения панд. Несмотря на милую и мягкую внешность, панды имеют большие зубы. Как у любых медведей, у них страшная сила укуса и острые когти. Хотя панды травоядные, они не отступают, если чувствуют угрозу. На самом деле были и предыдущие случаи нападения панд. Один раз панда укусила мужчину, и после ему потребовалась 7-часовая операция. И давайте не будем забывать посетителей пекинского зоопарка, которые упали или забрались в вольеры с пандами. Для них все закончилось травмами рук и ног, которые потребовали пересадки кожи. Реакцию панды тоже можно понять. Но давайте надеяться, что следующая встреча Дин-Дин с дверью будет немного менее бурной. В самом деле, что за панда без спокойствия и тишины? Лев. Только не думайте, что все подобные инциденты происходят в китайских зоопарках. Зоопарк Сантьяго в Чили прославился одним из самых безумных инцидентов. Странный прыжок молодого человека в вольер со львами вызвал возмущение и жаркие споры. Драма развернулась оживленным субботним утром. Франко Луис Феррада, 20-летний мужчина, каким-то образом забрался на крышу львиной клетки, проскользнул мимо ограждений и вошел в вольер. Причем голым. Как будто этого мало, Феррада стал издеваться над львами. Поначалу большие кошки казались равнодушными, но затем не выдержали и начали атаковать. Но что заставило мужчину раздеться и провоцировать царя зверей? Позже власти нашли то, что сочли предсмертной запиской. После сверки и расшифровки почерка раскрылось загадочное послание. Оно отсылало к библейской истории о Данииле в логове льва и намекало на апокалипсис. Вероятно, Феррада искал странного вида мученичества. В его записке даже был рисунок наполовину льва, наполовину человека с подписью «Я лев». Сотрудники зоопарка были готовы, или так казалось. Сначала они пытались отпугнуть львов водой. Но это не сработало. Был выпущен дротик с транквилизатором. Внезапно он попал в Ферраду, а не во львов. Служители зоопарка были вынуждены пойти на решительный шаг и выстрелить боевыми патронами. В итоге 2 льва были убиты на глазах у испуганных зрителей. Директор зоопарка Алехандро Монтальба поддержала решение застрелить львов. Она объяснила, что не было быстродействующих транквилизаторов. Смотрителям зоопарка пришлось действовать быстро, чтобы спасти жизнь Феррады. Она сказала, что это было очень болезненно. В зоопарке львов считали частью своей семьи. Это тяжелый выбор. С одной стороны, человеческая жизнь бесценна,
С другой стороны, любимые обитатели зоопарка заплатили самую высокую цену. Толпа собралась на бдение со свечами, чтобы почтить память животных. Один из львов родился в зоопарке, а другой был спасен из цирка. Между тем, состояние Феррады было критическим. Он получил травмы головы, груди и таза. Пострадал как от нападения льва, так и от дротика с транквилизатором. Врачи опасались, что это могло быть смертельно. Тем не менее, несколько дней появились обнадеживающие признаки выздоровления. После инцидента Чили вспыхнуло возмущение. Многие призывали закрыть зоопарк. Зоопарк Сантьяго давно подвергался критике. Его обвиняли в плохих условиях содержания животных и недостаточной безопасности. Львы сбегали дважды, пума буянила, вырвавшись на свободу. В учреждении было все. От падения пьяного мужчины в клетку к шимпанзе. К счастью, шимпанзе просто украли его обувь. До спасения слона из траншеи с помощью крана. Некоторые утверждают, что гибели львов можно было бы избежать, если бы в зоопарке были более эффективные протоколы для решения опасных ситуаций. Другие указывают, что реальная проблема в том, как мы относимся к людям, борющимся с психическими расстройствами. Крокодил. Совершенно другой случай произошел в зоопарке Таиланда. Но все так же человек напрасно полез к хищнику. Остров – самое спокойное туристическое место на прекрасном острове, но в тот день там было неспокойно. Перед небольшой группой любопытных туристов мужчина выступал на одном из печально известных шоу крокодилов. Он встал на колени рядом с огромным крокодилом. Рептилия лежала совершенно неподвижно. Возможно, просто ждала свой обед. У мужчины в руках были две деревянные палки. Он уверенно размахивал ими перед разинутой пастью крокодила. Зрители с интересом наблюдали. Но этот смелый исполнитель не просто дразнил крокодила палками. Он решил засунуть всю свою голову в пасть. Он был спокоен, пока его голова была в пасти крокодила. 10 секунд напряжение нарастало. Внезапно терпение крокодила кончилось. Он зажал голову человека в челюстях. Зрители ахнули, человек закричал. Крокодил начал бить и швырять его, как тряпичную куклу. Это вам не цирковой номер. После мужчина остался корчиться от боли на земле, а крокодил соскользнул обратно в воду, как будто ничего не произошло. Но для потерпевшего это был не первый такой случай. Перед шоу этот человек поделился своей историей общения с опасными животными. Он рассказал о своих прошлых травмах, даже показал отсутствующий палец. Подумать только. И после этого он все-таки решил сунуть голову в пасть крокодила. Фонд Born Free Foundation не просто так критикует подобные шоу. Его представитель ясно дал понять, что пока продолжается прямой контакт между опасными дикими животными и людьми в неволе, подобные инциденты неизбежны. Крокодилы – дикие, непредсказуемые животные. Они могут и наносят смертельные травмы людям. Пора положить конец таким идиотским шоу ради животных и людей, сказал он. Медведь. Но и попытки заботы о диких животных могут закончиться катастрофой. Еще один инцидент из Таиланда хорошо показывает это. 36-летний мужчина хотел покормить медведя, но не собой же. Найпхум и 4 его друзей отправились в отдаленный храм в сельской провинции Пхэтчабун. Группа приехала туда, чтобы увидеть небольшую святыню. Но их визит принял мрачный оборот. Они узнали о медведе, живущем в крошечном вольере с монахами. Храм просил пожертвования, чтобы кормить животных. Они также держали пару десятков диких кабанов. Найпхум, услышав о тяжелых условиях содержания медведя, прислонился к стене вольера. Желая помочь, он повесил миски с рисом на веревках перед животным. У медведя по имени Бинг были другие планы. В долю секунды Бинг встал на задние лапы, схватил Найпхума за руку и потащил его через бетонный забор. Бинг прижал Найпхума к земле, вцепился зубами в его бок и вырвал кусок из подмышки. Его друзья отчаянно пытались что-то сделать. Они использовали палки и холодную воду, чтобы остановить медведя. Но все же он терзал мужчину почти минуту. Только когда прибыли службы экстренной помощи, окровавленного человека спасли. Доставили в больницу и поместили под тщательное медицинское наблюдение. Найпхуму повезло, что он выжил. Его травмы включали глубокие укусы, проколотые легкие и острую почечную недостаточность. Но он смог снова говорить и в конечном итоге поправился. Несмотря на опасную встречу, медведь не считался особенно агрессивным. Проблема была не в свирепости Бинга, а в его привычках питания. Именно они привели к необычному поведению. Оказалось, Бинг совсем не голодал. Он весил более чем в 2 раза больше среднего черного медведя. Он привык к тому, что его кормили посетители. Как говорят эксперты, у него развился большой аппетит. Монахи выращивали Бинга вместе с другими животными, а посетители кормили его так много, что медведь стал очень толстым. Глава Центра дикой природы сказал, что медведь жадный, но он дружелюбен с другими медведями. Обычно медведи не нападают на людей. В то же время они сильные хищники и в природе проводят большую часть времени в поисках пищи и исследований местности, а Бинг содержался в неестественно ограниченных условиях.
Но при должном уходе поведение Бинго можно было скорректировать. После нападения Бинго отвезли в центр дикой природы. Там ему назначили строгую диету, чтобы помочь ему сбросить вес. Так он сможет вернуться в более здоровое и естественное состояние. Лемуры. Напоследок хочется рассказать о самом милом нападении. Обычный репортаж Из зоопарка был прерван внезапным безумием животных. Это должна быть простая история о ежегодной инвентаризации зоопарка Банхэм. Но репортер BBC быстро понял, что репортаж о лемурах не будет простым занятием. Он стоял перед камерой, когда лемуры посчитали его куда интереснее, чем какой-то репортаж. Пока он пытался говорить, очаровательные маленькие приматы начали прыгать по нему. По его плечам, вокруг его талии, везде. Зоопарк быстро превратился из обычного в контактный. Репортер старался пробиться. Лемуры сидели у него на плечах и локтях, дергали его за свитер и явно наслаждались вниманием. Он даже попытался помахать рукой, надеясь отвлечь маленьких пушистых искателей внимания. Один из лемуров укусил его за палец. Естественно, репортер вскрикнул. «Ах, ты мелкий!» – пробормотал он, явно испытывая боль. Однако в то же время умудрялся смеяться над ситуацией. «Думаю, это одна из самых приятных частей работы – считать лемуров», – пошутил он. Лемуры родом с Мадагаскара. Они находятся под угрозой исчезновения. Вырубка лесов является главной причиной сокращения их численности. Их общительная и доверчивая натура – это часть того, что делает их такими интересными. Да, лемуры милые, но они также могут причинить вред. Как минимум укусить. Большинство лемуров весят всего около 5 фунтов, но если они набросятся скопом, мало не покажется. И они не стесняются давать знать, когда им нужно внимание. Мы не можем не посочувствовать этому репортеру. Он, вероятно, остался с парой синяков. Зато с очень запоминающимся днем на работе. Но ему также можно позавидовать. Того же нельзя сказать об остальных участниках подборки.